Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на декабрь 2023 года. Мы с вами завершаем годовой цикл, поэтому будем анализировать, с какими энергиями мы перелистываем эту страницу нашей жизни и с какими энергиями вы войдете в 2024 год. Помогут нам сегодня в этом Ленорман «Зима в Париже», а также Таро «1001 жизнь». Поэтому приступаем и будем анализировать, чего же вам ожидать, какой событийный ряд у вас будет. Итак, общие энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами, надеюсь, вам хорошо видны, поэтому приступим. Общие энергии месяца. Здесь ложится восьмерка чаш. Восьмерка чаш — это карта завершения каких-либо процессов. То есть от чего-то уходить или от чего-то отказываться. То есть уйти с нелюбимой работы. Уйти из отягощающих отношений. Или завершить какие-то для вас сложные протоколы лечения. Опять же, восьмерка чаш, поскольку аркан многогранен и может говорить о различных сферах жизни, я дотягиваю, о чем здесь идет речь, то по карте маг это может быть смена специалиста, то есть уйти от какого-либо эксперта. Ну, допустим, если чье-то лечение для вас было неэффективным, поменять врача, сменить тренера, репетитора, наставника, духовного лидера, потому что по этим картам может проходить некий такой аспект разочарования и понимания, что вам нужно идти дальше, достигать большего. Поэтому, чтобы расти личностно и духовно, нужны более сильные структурные личности, то есть за кем вы можете идти дальше. Опять же, может идти желание вообще уйти на собственные хлеба. Восьмерка чаш и маг — это желание индивидуальной реализации, новых возможностей. Поэтому карты говорят о том, что действительно вы будете брать этот момент во всеоружие. Смотрим, как отозвется сфера работы. И здесь ложится семерка чаш. Это карта многих идей. Не то чтобы непонимание, за что хвататься, что реализовывать, но это, знаете, как потенциал, который у вас бурлит. Вы, может быть, не понимали, в какую нишу вам пойти или в чем себя реализовать, потому что здесь могли быть сомнения или просто ситуация сложного, трудного выбора. Но, тем не менее, есть широта возможностей реализации вашей идей. Поэтому семерка чаш — это будет желание воплотить какие-либо мечты. Поэтому давайте смотреть, как отозвется этот аркан для каждого из вас. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Семерка чаш, семерка монет — это планомерное, поэтапное внашивание идей, источников дохода, способов заработка, потому что вы понимаете уже как, через что, но сейчас выстраиваете структуру, как вы это будете генерировать, как вы это будете воплощать, ну и, собственно говоря, как закрепиться в той либо иной нише. И если вы у нас соискатель, семерка чаш и императрица, безусловно, эти карты показывают, что ваша мечта или ваша идея может осуществиться при помощи поддержки какой-либо влиятельной женщины. Это даже может быть ваша мать, ваша супруга, может быть даже теща, свекровь, у каждого по-разному. Но также это указание на то, что вы можете понимать: я хочу владеть своей империей, потому что семерка чаш и императрица — это не быть кому-либо подвластным, это выстраивать свое дело, свою структуру, и это, конечно же, вас будет воодушевлять. Если же вы у нас наемный сотрудник, семерка чаш и тройка монет — это планомерная работа. Но здесь планы, цели и идеи, как продвинуться по карьерной лестнице, как добиться увеличения дохода. То есть здесь вы будете выстраивать планомерную структуру, как отточить уровень вашего мастерства, как найти подход к руководству для того, чтобы добиться больших высот. Если вы владелец собственного бизнеса, то семерка чаш и паж жезлов — это ваша мотивация, это любопытство. Это ездить на всякие форумы, семинары, выставки, которые сопряжены с вашей деятельностью, и черпать для себя новые идеи, воодушевление, вдохновение, то, что бы хотели вы внедрить в рамках своего предприятия. Это также может быть просто поиск в нише интернет каких-либо инноваций или просто перенимание чужого опыта, но который для вас будет плодотворным и благоприятно скажется на развитии вашего дела.
Если смотреть вопросы финансов, у вас здесь ложится десятка мечей. Очень серьезный отток денег. Давайте посмотрим, с чем это связано. У многих по аркану башня это за счет вопросов покупки жилья, ремонта жилья, обустройства жилья или смены места жительства. Допустим, вы переезжаете на новую квартиру, в новый дом или, возможно, арендуете новое офисное помещение, где вы будете выстраивать свою структуру. Хватит ли вам на какие-то базовые потребности? Здесь по аркану отшельник это быть в режиме экономии ради благих каких-то и более высоких целей. Ну что ж, даже если декабрь у вас будет в таком моменте аскезы, вы понимаете, ради чего вы это делаете, к чему вы стремитесь. Смотрим с вами вопросы здоровья. По здоровью. Шестерка мечей. Это прекрасное ментальное, эмоциональное, физическое самочувствие. У кого-то даже может быть момент такой гиперактивности, подвижности, потому что здесь заряд бодрости и энергии, поэтому здесь у вас в этом плане все в порядке. Вопросы личной жизни. А вот здесь по дьяволу не совсем простая ситуация. Для каждого она, конечно, будет по-своему, знаете, как отображаться. Для кого-то будет одержимость партнером, для кого-то зависимость от партнера, а для кого-то вопросы искушений. Будем смотреть, что каждый из вас здесь будет прорабатывать. Для тех, кто у нас свободен, дьявол и звезда. Это, знаете, как стремиться к объекту желаний. Причем этот человек может быть известным, медийным. А здесь как желание обладать партнером или партнершей с картинки. Может быть также знакомство через интернет, на фэшн-встречах, фэшн-индустрия, может быть съемки фильмов, журналов, чего угодно, глянца. Потому что дьявол и звезда, уж простите, это все, что связано у нас с индустрией фото, видеосъемок или, в принципе, с вопросами медийности. Плюс кто-то может захотеть найти себе партнера через активную социальную жизнь, то есть как бы позиционировать себя, показывать себя миру, вызывать восторженные взгляды, получать комплименты, пленить кого-то своей сексуальностью. То есть кто-то из вас будет делать акцент на этих вещах. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то дьявол и семерка мечей – это попытки попытаться преодолеть, побороть свою созависимость, одержимость человеком, потому что вы понимаете, что та сексуальная эмоциональная тяга, которая над вами преобладает, она по сути вас губит, потому что здесь вы четко осознаете, что будущего отношений нет и вас здесь вводят за нос. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас находится в стабильных союзах. Дьявол и влюбленные. Здесь нет ситуации выбора, наличия третьих лиц или какого-то иного партнерства, но эти карты показывают, что вас может тяготить зависимость от партнера или партнерши. Ну, допустим, вы не самостоятельны в жизни, или вы просто очень сильно зависите эмоционально, или вам нужно поминутное нахождение вашего партнера или партнерши в вашей жизни во всех аспектах. Или, опять же, здесь идет ситуация, которая вам может мешать, потому что дьявол и влюбленный – это в чем-то от вашего партнера или партнерши зависеть. Ну а в целом это сильная сексуальная энергетика, это одержимость друг другом, это влечение, это пробуждение чувств, страсти и энергии в вашем партнерстве. Если смотреть рекомендации от карт, здесь ложится туз мечей. Туз мечей – это призыв к волеизъявлению, к решительности, к ситуациям, где нужно расставить точки над «и», что-то решить, что-то завершить, окончить, потому что это внесение ясности. То есть ненужное отсечь, необходимо оставить и, так своего рода, как запечатать. Конечно же, это карта, которая может нам говорить, вот дотягиваю аркан, тройка мечей. Это как призыв не разбивать кому-либо сердце, так и вместе с тем, знаете, не разбивать сердце себе самому или себе самой. То есть хватит самим себе ятрить душу, хватит самим себе, знаете, как заниматься самомазохизмом, потому что туз мечей, тройка мечей – это когда вы по отношению к себе сами проявляете жестокость. Вот с этим пора завершать. Если акцентировать в целом, для вас наиболее значимыми будет сфера личной жизни и, как мы видим, наиболее важная – это сфера финансов. Посмотрим, чем же вас порадует неожиданность периода. Что здесь? Итак, башня, рыбы и сердце. Дно колоды у нас женщина. Итак, во-первых, по этим картам башня, рыбы, сердце. Для кого-то
Это создание прочных отношений, структурных отношений, но здесь позиционировать себя социуму и отношения могут быть еще по причине расчета. Потому что, видите, рыбы у нас отвечают не только за эмоции, но и за финансовый аспект, ваш меркантильный или материальный интерес. Это первое. Для тех, кто в стабильных союзах, это укрепление чувств. Если же не брать личную жизнь вообще в целом, то это желание, это стремление выстоять и накопить на вещь, на дело, которое вам по сердцу, то, что вам даст стабильность. И в большинстве случаев это, конечно же, будут вопросы недвижимости. Поэтому карты показывают вам благоприятное развитие событий, ситуаций. Я, в свою очередь, вам так и закрою карты, чтобы энергии арканов шли в плюс. Вы же, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как отозвалась эта информация, как она отыгрывается для вас в целом. Мне будет приятно вас почитать, я думаю, представителям вашего знака зодиака в том числе. Поэтому жду от вас энергообмена. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами я не прощаюсь. До новых встреч.